Всем привет, друзья! Сегодня делаем очень вкусные, нежные и очень-очень сочные котлеты, которые называются птичье молоко. Ну и для начала куриную грудку, одну луковицу, 2-3 зубчика чеснока нам нужно превратить в фарш любым удобным для вас способом. Я использовал мясорубку. Затем добавляем черный молотый перец и соль. Вбиваем сюда одно куриное яйцо, 2 столовых ложки панировочных сухарей и 1 столовую ложку майонеза. Но майонез можно заменить на 1 столовую ложку сметаны. Это уже по вашему усмотрению. Затем вот это все нам нужно хорошо перемешать, чтобы получился хороший, красивый фарш. Фарш у вас должен будет получиться вот таким вот густым. После того, как вы его вымешали, отставляем в сторонку и приступаем к приготовлению очень вкусной начинки. Вначале твердый сыр нужно натереть на мелкую-мелкую терку. После того, как натерли сыр, отправляем его в довольно-таки глубокую тарелку. Дальше берем 3 куриных отваренных яйца вкрутую и тоже натираем на точно такую же мелкую терку. Их мы тоже отправляем в тарелку к натертому сыру. Затем нам нужно взять еще небольшой пучок зелени, в моем случае это была петрушка, и мелко-мелко ее нарезать. Нарезанную зелень мы также отправляем в тарелку к сыру и яйцам. И в эту же тарелку нам еще нужно будет отправить сливочное масло. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, для того, чтобы его было легче размять и начинка была более эластичной. Затем берем вилку или ложку, кому как удобнее, и все хорошо разминаем, перемешиваем до однородного состояния. И еще в одну тарелку нам нужно вбить 2 куриных яйца и хорошо их взбить. Ну и дальше остался самый основной этап. Нам нужно сделать наши котлеты. Смотрите, мокрыми руками берем довольно-таки большой кусок фарша. И нам из этого фарша нужно сделать лепешку, так как будто мы будем делать пирожки. Затем чайной ложкой берем начинку и укладываем на середину нашего фарша. После этого фарш аккуратно нужно склеить, точно так же, как склеивают пирожки, чтобы вся начинка осталась полностью внутри. Еще раз повторяю, для того, чтобы вам легче было работать, руки у вас должны быть постоянно влажными. И делаем вот такую вот небольшую, красивую, аккуратную лепешку. По вашему усмотрению. Хотите делайте длинными, хотите делайте более круглыми. Но старайтесь так, чтобы ваши котлеты были не очень маленьких размеров. Ну а затем вот эту котлету мы будем обволакивать в взбитых яйцах. Хорошо обволакивайте. И затем переносим в панировочные сухари и тоже очень хорошо нужно все обвалять в панировочных сухарях, так, чтобы полностью все было покрыто сухарями. Ну и вот посмотрите, как-то так у вас должно будет все получиться. Котлета не маленькая, а таких хороших средних размеров. Ну и точно таким же образом выделываем полностью все остальные котлеты. Ну и вот так вот у меня получилось сделать первую порцию, это примерно половина. Затем нам нужно установить сковородку на огонь чуть ниже среднего. Вливаем на сковородку довольно-таки немало подсолнечного масла, потому что у нас котлеты большие и нам нужно, чтобы они хорошо прожарились и даже по бокам. После того, как масло хорошо прогреется, отправляем наши котлеты на сковородку и вот так вот немножечко еще их прижимаем. Обжариваем котлеты с каждой стороны до готовности. У меня примерно ушло на одну сторону по 4 минуты. После того, как обжарили, снимаем котлетки на тарелку с бумажным полотенцем или салфетками, чтобы убрать полностью весь лишний жир. Ну и в конечном итоге вот такая вот красота у вас должна будет получиться. Котлеты получаются довольно-таки немаленькие. Я такие котлеты люблю, потому что чувствуется, что ты кушаешь домашнюю хорошую котлету. Смотрите, в разрезе котлеты получаются очень нежные, мягкие и смотрите, какие они сочные. А вкус, ребята, получается просто бомба. Ну что ж, на этом у меня на сегодня все. Если вам понравился такой рецепт, обязательно поставьте лайк, напишите свой комментарий, как вы готовите для себя котлеты. Также подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до скорых встреч!